Всем любителям электротранспорта привет! Доброго времени суток! Андрей И Евгений, компания Skyboard, и мы снова с вами. Сейчас мы находимся за городом фактически. Здесь фабрики на заднем плане, вы видите. И сегодня у нас будет такой интересный челлендж. Мы в очередной раз попытаемся доказать то, что электротранспорт, а именно электробайк, это транспорт будущего, и это по праву городской транспорт. Собственно, что мы будем делать? Мы сейчас делимся на две команды, грубо Да, в говоря. одной команде буду я, а в другой он. Одна команда берет рюкзак, берет такси и едет в центр города. Другая же команда Берет Ситикога от компании Skyboard. Данная модель у нас сегодня BR20, мой любимчик, и едет на ту же самую локацию. По пути мы засекаем время и смотрим разницу во времени, кто же приедет быстрее. Такси или водитель электроскутера. ради чистоты эксперимента. Для начала мы вызываем такси, а потом байк уже отправляется. Но надо определиться, кто вообще едет, на чем. Я думаю, что мы стартанем одновременно, да? Нет. Нет. Ну такси ж надо подождать, а на байк ты сразу садишься. Давай будем откровенны. Нет. Байк будет быстрее. Нет. И это не факт. Кстати, что вы думаете, пишите в комментариях. Время такси исключает в себя время вызова такси, поэтому мы сначала вызываем такси, примерно прикидываем, через сколько приезжает такси, и сразу же байк стартует, а тот, кто поедет на такси, поедет, соответственно, наверное, немножко позже. Наш маршрут составит по такой пригородной части, въезжаем в город по трассе, и потом после трассы уже въезжаем непосредственно в центр и немножко маневрируем по центру. Короче говоря, вы все увидите дальше. До точки назначения где-то 6 километров отсюда. И давайте же подбрасывать... монетки у нас нету, потому что в Китае налички практически не существует уже. Но мы по старому доброму камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Блин, я поеду на такси. У нас холодно, кстати, у нас примерно 13 градусов, очень высокая влажность, и поэтому здесь перепады температуры чувствуются очень сильно, даже по сравнению с Россией. Поэтому я немножко рад, что я поеду на такси в тепле и в комфорте. Ну что, начинаем? Но кто же быстрее, мы решим сейчас. Я отдаю рюкзак, А это минус. и мы вызываем такси. Микрофон отвалился. И газель мы все-таки обгоняем. Я тут. Андрей, я тут. Как-то все печально сегодня получается. Вот это я попал. И я здесь. Чаще, бай-бай. Это тупик. Я вызываю такси. Мы поедем на Walmart. Расстояние 5,8 километров. 23 юаня, офигеть. Ладно, 2 минуты, говорит, ожидание. Ну что, готов? Погнали. Оп, Call Express. Подожди, сейчас все подтвердится. Ага. Ожидание считаем? Нашел, все. Давай, удачки. Кстати, самое важное в этом всем это перчатки и шарфик. В холодное время года всегда только так. Возле деревянного моста прям. Хорошо, увидимся, пока. Я надеюсь, что у меня звук пишет. И я, в принципе-то, уверен, что я быстрее доеду, чем Андрей. Разве что меня смущает только камера, которая болтается впереди. Если она отломается, мне придется остановиться. Потому что без камер не будет контента. Микрофон отвалился. Зараза, ты посмотри. Тогда сделаем вот так вот. Я чуть-чуть наклоню. Привет. Это я просто взял с собой запасной шлем. Жду такси. Посмотрим, но мне кажется, я уже проиграю. Мы помним, что максимальная скорость на данных байках больше 50, обычно около 60 км в час. Блин, у меня опять отломался микрофон. Слушайте, ребята,
Я, наверное, уберу эту штуку, потому что я так все время буду останавливаться. Плохо закрепили, но уже времени нету. Эксперимент начался, поэтому... Так, все. Теперь погнали с одной камерой. Ну, нафиг. Я проигрывать не хочу сегодня. 3.08. Вот что интересно, я тоже еду на электронном автомобиле, на электрическом. Поэтому будет интересно. Нихао. Интересно, что там у Андрея за машина приехала? Я надеюсь, не Тесла. Я не просто так сказал про Теслу. Конечно, они здесь в такси не ездят, но есть другие электрокары, которые ездят также в таксосах. Садимся, не спеша. 那请问那个尾号是9667。966 еще, да. В Китае очень развиты электромашины, и большинство такси электрические. По крайней мере, в больших городах и даже в нашем маленьком, в принципе, 50% электрических. Они не такие крутые, конечно, как Теслы, но они такие же крутые, как Skyboard, потому что они тоже едут около 150 километров на одном заряде. А я напоминаю, что Skyboard тоже может ехать, не знаю до скольки, но от 120 километров, получается, заряд на 3 батареях дает. Я думаю, Андрей уже сел, и скорее всего он даже впереди меня, потому что у меня было 2 остановки. Я очень переживаю на исход этого челленджа. Светофор. Но долго не простояли, это хорошо. К сожалению, электробайки еще не придумали, как обижать красный свет, но это, по-моему, единственные остановки, которые будут у меня на пути. Я думаю, что здесь каждый светофор сыграет свою роль. Понятно, что Женя тоже будет стоять на светофорах, но не забываем, что мы не можем ехать по обочине. И, наверное, все-таки скорость-то у нас сама по себе побыстрее. Пока что преимущество скорости, которое дает автомобиль, оно работает только вот на такой трассе, по которой мы сейчас едем. И скоро оно закончится буквально минуты через 3. Обратите внимание, что я еду по выделенной полосе для электроскутеров, и я обгоняю машины, вы это прекрасно видите. Правда, это иногда страшно, потому что всякая газель может или ребята выскочить, и газель мы все-таки обгоняем. Мы уже в городе фактически, вот это вот бизнес-район. Я надеюсь, что у Андрея попалась какое-нибудь корыто вроде старого Volkswagen с жестким сиденьем. Начался дождь. Я Жеке совсем сейчас не завидую, потому что я сижу себе удобно, красиво и хорошо под крышей. Вот. А он сейчас едет по холоду. А дождь идет. А мы не взяли дождевик. Как-то все печально сегодня получается. Можно смотреть ютубчик в такси, а это плюс. За рулем байка особо не посмотришь. Свет имеет четкую теневую границу и возможность ручной регулировки. Что там у нас Рома наснимал? По центру руля под бортовым компьютером прячется кнопка включения аварийки. Рома, привет из Китая. Для лучшей видео. Вот именно в это место мы должны сегодня приехать. А пока что мы вам напоминаем, что у нас скоро будет розыгрыш. Розыгрыш будет очень крутой и очень дорогой. Розыгрыш посвящен грядущему Новому году. Поэтому, ребят, с наступающим! И чтобы не пропустить никаких деталей, подписывайтесь на этот канал и следите. Оставайтесь с нами, смотрите видео, и вы обязательно можете стать победителем. А чего мы объявим гораздо позже. Удачи! В других видео объявим. Да, типа, потом. Да. И мы у администрации. Это как бы не центр, но администрация, типа, важно, да. И тут будет небольшая прямая. Эх, ребята, когда в России появятся вот такие дорожки для скутеров, я буду так счастлив. Уже едем больше 15 минут, выехали в город.
Там, наверное, можно видеть, что машин довольно-таки много. Интересно, где сейчас Андрей? И как далеко от точки сбора? В принципе, осталось немного, осталось 2 километра. Показывает, что примерно 5 минут. Ну вот еще нужно повернуть направо, потом налево, потом направо. И там очень узкая улочка. Не как вот эта улица. Вот, смотрите, сколько машин. Направо, кстати, в Китае можно поворачивать без светофора. Смотрите, какой трафик. Вот это я попал. Обратите внимание, как едут машины, как едут электробайки по правой полосе. Да, она здесь есть. Есть дороги, где нету полосы для байков выделенной, но тем не менее байк всегда проскочит. Вот это уже часть города, где байк имеет явное преимущество перед автомобилем. Посмотрите просто, как они носятся. Вот, и вон байк нас уже опередил. Но мы поехали каким-то хитрым путем, которого я, кстати, не знаю даже. Может быть, это даст нам какое-то преимущество. Посмотрим. И по сути я уже практически на месте. Мне только нужно повернуть сейчас. Вот сейчас. Опять же, это я все делаю для того, чтобы не по светофорам. Туда едем по переулочкам. И вот уже речки. Это тупик. Сука! Я в тупик приехал, дорогу там делаю, там перекрыли дорогу. Такая узкая улочка, ремонт идет. Блин, вот это я потерял драгоценные пару минут. Мне просто надо спуститься на улицу ниже, но там ремонт дороги. Блин, я не знал об этом. Зато мне тепло, сухо, не дует никакой ветер. Китаец насвистывает какую-то веселую мелодию и задорно бибикает другим водителям. Это ли не чудо за 26 юаней? Кстати, а 26 юаней это порядка 300 рублей. Поэтому вот, сейчас на эту поездку я, допустим, трачу 300 рублей. Владелец электробайка не тратит же, собственно, ничего, не считая копеечные затраты на зарядку батарейки. Это, я думаю, плюс для байка. Я тут! Андрей! Я тут! Я на месте. Ребята, я на месте. 100 метров осталось, 100 метров. Мост чуть-чуть дальше. Деревянный мост, это типа символ нашего города. О, мы подъезжаем. Ладно, будем готовиться к выходу. И... Я здесь. Чаще, бай-бай. Ох. Я не вижу Андрея. Все, свет нормальный. Пока будешь выскакивать с этими пересветами, недосветами, из темного в светлое, миллион лет пройдет. Все, где Женя? Мы договорились встретиться на вон том месте. Ага, вон он. Эй! Гляньте. Он в шлеме в такси ехал, получается, не... да? Что? Я снимал шлем. Здорово. Чё, как? Ну что, мы почти одновременно приехали. Ты видел, как я приехал? Да, вот только что машина, видимо, проехала твоя. Так, чё, как ощущения? Ты давно здесь? Получается, сколько минут? Я, получается, я только шлем снял. Сказал нашим подписчикам, что вот вокруг здесь старый город, по сути. И все, и ты вышел.
Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу наш эксперимент. Все-таки победил кто? Победил байк. Победил байк, но это было в принципе логично. Но мне кажется, тут могло еще быть так, что если бы мы ехали в самый час пик, победа была бы намного увереннее, во-первых. Да, а если бы мы ехали по разгруженным дорогам, то, скорее всего, машина была бы быстрее. Да, я об этом и говорил. Мы специально выбрали такой маршрут, что мы проехали и немножко по трассе, и немножко по центру города, и даже побывали в небольших пробках. Кстати, сейчас мы находимся, я уже говорил, в центре, на деревянном мосту. Это старинный мост китайский. Никто не знает, как он тут появился. Но все очень сильно гордятся им, как и мы гордимся нашим сайтом skyboard.store, на котором вы можете почитать и найти все модели от компании Skyboard. А когда вы посмотрели байки на сайте, вот вам список городов присутствия. Вы находите магазин в своем городе, приезжаете, трогаете, щупаете, нюхаете и приобретаете Ситикока от компании Skyboard именно под свои цели и задачи. Ну а с вами канал Электроскутер Skyboard. И Евгений, и Андрей. Пока!